Его Величество отек. Запах гнили из носа, из вашего носа. Инопланетный период после операции. На утро просыпаются с огромными носами. Когда прошел последний контроль, ваши слезы счастья высохли, выключился свет, опустился занавес, начинается настоящая жизнь. А все потому, что процесс реабилитации после ринопластики длится минимум год. В течение этого года вы будете сталкиваться с разными эмоциональными состояниями. Будете и внизу, и на самом верху. В этом видео я расскажу, с чем сталкиваются пациенты после ринопластики, что из этого является нормой, а что поводом для беспокойства, и покажу это на своем примере и примере наших пациенток. Спойлер, здесь я расскажу про то, что не рассказывала в предыдущих своих 2 видео про ринопластику. Давайте начнем. Первое и самое важное – это ваше эмоциональное состояние. Оно будет как американские горки. Снизу вверх и сверху кубарем вниз. Вы вернетесь домой с новым носом. И почти все это заметят. И вот тут первый мой совет – не ждите никакой определенной реакции от окружающих. Люди, которые не делали ринопластику, не являются хирургами. И они вообще не понимают, что такое реабилитация. Они будут ждать сразу аккуратный и маленький носик. Но, конечно, такого не будет. Они будут говорить, что что-то не так, он отечный, странный, а вы, даже зная, что они не правы, все равно будете расстраиваться, и это нормально. Поэтому лучше ничего не ждать. Те, кто захотят, скажут что-то доброе, остальные пройдут мимо. Тем более, что и без их комментариев вы все равно будете переживать. В одни дни вы будете думать, что вы богиня, а в другие будете думать, зачем я решилась на эту ринопластику. И да, действительно будет так, поверьте мне. Второе. Это Его Величество отек. Напишем это большими буквами, потому что это слово из 4 букв будет вас сопровождать в течение целого года после операции. И вам нужно научиться с ним жить. Он будет разный. Каждый месяц, каждую неделю, каждый день и даже в течение дня может такое быть, что ваш отек сегодня утром на правой части носа, а вечером он перекочевал на левую. И так будет постоянно. И к этому надо быть готовым. Вот не зря я вас про это предупреждаю. Иногда даже будет казаться, что ваш нос скривит, и вы начнете паниковать. Но на самом деле это, скорее всего, просто отек. Поэтому не оценивайте результат первые месяцы после операции. Это просто бесполезно и не имеет никакого смысла. Отек бывает 2 видов – внутренний и внешний. Итак, внутренний отек. Когда снимают силиконовые сплинты, появляется пространство, которое отек заполняет. Даже если вы сначала дышите идеально, потом это все может ухудшиться. И это нормально. Нужно пользоваться спреями для носа в течение 1-го месяца после операции. Отек будет потихоньку проходить, и дыхание, если оно у вас не 100%, будет постепенно восстанавливаться. Внешний отек появляется через час после операции, вы его сразу видите. Сначала он уходит со спинки носа, а самый последний – это кончик. Вот когда у вашего кончика 100% восстановится чувствительность и он станет мягкий, это значит, что ваша реабилитация закончилась и результат вашей ринопластики финальный. У кого-то это занимает 10 месяцев, а у кого-то и 2 года. Да-да, это зависит от качества кожи. Чем толще кожа, тем дольше. Это правило. Итак, вот вам несколько правил, как уменьшить отечность на разных этапах. Первое. Спать только на спине минимум месяц. Ну, вы об этом знаете. Пить очень много воды, не менее 2 литров. Не пить алкоголь, минимум месяц, а лучше и дольше. Девочки, которые после ринопластики первый раз выпивают алкоголь, на утро просыпаются с огромными носами. И, скажу честно, зачастую это отбивает их желание пить алкоголь дальше, потому что хочется, чтобы все-таки отека было меньше. Поэтому алкоголь нельзя. Массажи. Массажи иногда позволяют снизить отечность, но здесь очень важный момент. Без рекомендации доктора массаж делать нельзя, потому что массажи бывают разные, и они адресуют разные проблемы на этапах реабилитации. Если ваш доктор не посоветовал вам массаж, а вы просто загуглили в интернете, то вы просто можете навредить своему результату. И много двигаться. Движение – это прямое средство от отеков. Но спортом заниматься нельзя первый месяц или 1,5
после операции. Это важное правило, которое обязательно нужно соблюдать. Но если через полгода, год ваш отек не сходит, либо сходит какими-то очень медленными темпами, сообщите об этом своему доктору. Возможно, именно в вашем случае потребуется что-то еще дополнительное. Так как ваш нос отечный первые полгода, это точно после операции, но я знаю, вы очень будете хотеть себя фотографировать с разных ракурсов, я вам рекомендую оценивать ваш результат не каждый день, смотря в зеркало или делая селфи, а выбирать периоды. Фотографироваться каждый день – это самое вредное, что вы можете сделать, ведь каждый день нос выглядит по-разному, и в течение дня у вас будут разные носы на фотографиях. Поэтому фиксируем результат только раз в месяц. И только тогда, когда вы сравните фотографии через каждый месяц, вы увидите, как на самом деле меняется ваш нос. Лично я с 1 по 3 месяц вообще не фиксировала свой результат. То есть я как будто бы забыла о том, что у меня была ринопластика, и через 1,5 года после операции я случайно наткнулась на какое-то селфи, которое я все-таки делала в этот период, и представляете, на 2-й месяц после операции мой нос кривил. А до операции мой нос был абсолютно ровным, поэтому, в принципе, кривить он как бы и не мог. Следующее, малозаметное, но оно существует. Это швы. Если у вас была открытая ринопластика, то у вас есть швы. Есть швы на колумеле. Этот шов заживает хорошо, и через 3-5 месяцев его уже не видно. Но независимо от того, открытая или закрытая ринопластика, у вас также есть внутренние швы. Девочки, которые сделали операцию ринопластику, чувствуют их. То есть вы буквально чувствуете, как ваш нос прошит изнутри. Чувствуешь? Чувствуешь. Вот, наш оператор тоже чувствует. Сколько у тебя после операции? Да. Месяц после операции. Важно, что все швы у нас саморассасывающиеся, и они исчезают через 3-6 месяцев после операции. У меня, например, все швы рассосались где-то в этот период, но оставалось 2 узелка вот здесь, возле кончика носа внутри, и я их буквально чувствовала. Один шов левый рассосался где-то через год после операции, а правый ушел где-то через 1,5. Но даже сейчас, если я задамся целью, я могу нащупать здесь вот такой небольшой остаток, то есть уплотнение кожи в этом месте. Визуально это не видно, функционально это не имеет никакого значения, но я об этом знаю. Но с этим ничего не сделаешь, потому что швы – это швы, и узелки – это то, как доктора штопают эти швы внутри. Такое теоретически может быть. Но обычно никакой пациент об этом нам не говорил, и пока я не сделала свою ринопластику, я вообще не узнала, что такое возможно. И теперь мы пришли к самому моему любимому – это инопланетный период после операции, когда вы чувствуете себя инопланетянином, свинкой или кем-то еще, в общем, любым животным, сами выберете каким. А все это происходит потому, что кончик вашего носа поднимают во время операции на операционном столе. И да, наши девочки выглядят вот так. Он приподнятый. Да. Большой. Я очень надеюсь, что он опустится. Я уже об этом 100 раз говорила, но еще раз повторю. Во время операции уменьшается длина носа, но кожа не срезается, и ее объем давит вниз. Если оставить кончик носа низко, то кожа давит на кончик, кончик опускается, и визуально потом это выглядит как небольшой клювик. Это, кстати, тоже осложнение при неправильно сделанной операции. Поэтому технически на операционном столе доктор всегда приподнимает кончик, и этот кончик опускается до полугода после операции. У меня была другая проблема. Мне казалось, что мой кончик опускается сильно и сильно быстро. И где-то на 6-й месяц я начала действительно очень переживать, что он прям стремится вниз. Но мой кончик носа перестал опускаться на 8-м месяце. Я это зафиксировала. А вот тут шок-контент. Об этом я никогда не рассказывала, и вообще никто об этом не говорит. Просто потому, что это очень редкое явление. И в истории Global Medic это было 6 раз, и я была 7-я. Видите, как мне повезло? Это запах гнили из носа, из вашего носа. То есть вы сидите, вам что-то очень странно пахнет, и в какой-то момент вы понимаете, что это от вас. А потом вы понимаете, что это пахнет из вашего носа, и вы не можете выключить этот запах, потому что носом вы чувствуете этот запах. Что это? Однозначного ответа нет. Одни
Одни врачи говорят, что это могут быть саморассасывающиеся нити, они дают такую реакцию с кожей, и этот запах может появиться. Другие говорят, что хрящи дают такую реакцию. У наших пациентов, кто с этим сталкивался, это проходило на 6-й месяц. Но это не постоянно, это, знаете, раз в неделю на 1-2 часа есть такой запах. Вы не думайте, вы не живете в этом запахе. Но у меня наоборот, это началось с 5-го месяца и было, наверное, каждые 3 месяца по 1 дню. Ну, то есть суммарно, может, это было там дней 10 всего, но это было разбито на протяжении 2 лет. Самое главное, что это не навсегда, это не страшно, но это реально ухудшает качество вашей жизни. Поверьте мне, нюхачам особенно сложно. Ну что, будем закругляться. Мне кажется, я рассказала вам обо всем, что может случиться после ринопластики и что даже не может случиться, но теоретически вы должны об этом знать. Девочки, кто делал свою операцию ринопластики? Если вдруг были какие-то еще осложнения, с которыми столкнулись вы, и про которые не сказала я, ну, либо какие-то неудобства, напишите это в комментариях. Это всегда полезно для тех, кто еще не решился на свою операцию. Также это полезно для тех девочек, которые уже сделали свою ринопластику, и они сейчас смотрят это видео и видят некоторые вещи, которые происходят с ними сейчас, и знают, что это нормально. Девочки, не переживайте. Все, о чем я сказала, возможно, и оно может произойти. А если у вас есть вопросы по поводу реабилитационного периода ринопластики, напишите тоже их в комментарии, я лично с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите сделать свою операцию, никак не можете решиться, мы в Global Medic всегда с этим помогаем. Переходите на наш Инстаграм, там огромное количество примеров работ по ринопластике. Подписывайтесь на этот YouTube-канал, здесь много кейсов по ринопластике наших пациенток, вот они все даже не вмещаются в этот экран. Точно так же здесь есть история про мою ринопластику, которую я советую вам посмотреть. А мы всегда с удовольствием поможем получить вам консультацию. Напишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram по этому номеру. С вами была Таня Великородная. Всегда на этом канале рассказываю особенно про мою любимую тему ринопластики. Увидимся. Пока!